Здравствуйте, меня зовут Артем, я представляю сайт Ворот.нет. Сегодня мы с вами проведем настройку электропривода для откатных ворот Nice Robus 600. Для начала нужно установить кронштейны концевых выключателей. Это две металлических пластины с изогнутыми концами. Для этого нужно перевести привод в режим ручной работы. Берем ключ разблокировки, вставляем его в замочную скважину, проворачиваем и тянем на себя рычаг. Потом переводим ворота в положение открыто. Монтируем первый кронштейн на зубчатую рейку и передвигаем его вдоль рейки до срабатывания пружинного концевика. Далее переводим на 2 см кронштейн к центру створки. Теперь закрываем ворота. И устанавливаем второй кронштейн, так же как и первый. Переводим ворота посередине. Блокируем их и доводим до зацепления. Теперь можно перейти к выбору расположения привода относительно ворот и установки радиомодуля. Чтобы выбрать расположение привода относительно ворот, нужно обеспечить свободный доступ к блоку управления. Для этого мы снимаем защитный кожух привода. На блоке управления в правом нижнем углу есть переключатель, который отвечает за расположение привода. Если привод находится у вас справа относительно ворот, переключатель ставим вправо. Если находится он слева, переключатель переключаем влево. Далее в специальный разъем устанавливаем радиоприемник. И подключаем питание в разъем N и L. Теперь можно перейти к настройке привода. После подачи питания блок управления должен распознать устройства, которые к нему подключены. Для этого зажимаем кнопку Open и Stop и ждем, пока светодиоды L1 и L2 не начнут быстро мигать. Отпускаем кнопки, это примерно через 3 секунды. Далее нам нужно провести распознавание длины створки. Зажимаем кнопки Close и Stop и отпускаем их, когда створка начнет движение в сторону открытия. Важный момент. Если ваша створка начнет закрываться, вам нужно вернуться к выбору расположения привода относительно ворот. Теперь нам остается записать пульт и проверить работу привода. Для записи пульта на радиоприемнике кратковременно нажимаем кнопку «Радио». Зажимаем кнопку пульта и держим ее в течение 5 секунд. Далее дожидаемся, пока радиоприемник выйдет с режима записи пульта, и проверяем работу привода. Привод работает. Большое спасибо за внимание. До свидания.